Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Второй расклад. Октябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. У нас сегодня удивительная, добрая колода, так она и называется, добра. Колет Барон Рид ее прорисовала, известный таролог, психолог и прекрасный художник. Вот мы и узнаем, что для вас или как видят карты историю на октябрь месяц. Конечно, будем реалистами, мои дорогие, всегда говорю об этом. И у нас, в принципе, октябрь месяц может некоторые сюрпризы содержать, но для вас в целом, для вашего знака зодиака, это как раз благополучный период. Да, это не значит, что мы расслабились и ничего не делаем. Нет, тут как раз какие-то ваши действия могут привести к феноменальному успеху, каким-то очень важным для вас результатам. Я не останавливаюсь подробно, но приглашаю вас перейти в описание под видео, в инфобокс. Что-то тут у вас, выйти из отшельника вам точно нужно. Может быть, прежде вы себя уже сдерживали в ваших решениях каких-то, или был период какой-то ограничений, который вы, так успешно прошли. Ключи вы можете теперь к любому человеку подобрать, к любым ситуациям. В принципе, сильная позиция. Но куй железо пока горячо. Не уходи в этого самого отшельника, не теряй даром время. Так вот, вы можете перейти в инфобокс, и я оставлю ссылки, как и на свой сайт. Там у меня есть планетарный гороскоп. Посмотреть, какие энергии работают. Есть разные статьи на разные темы. Также оставлю к плейлистам ссылки по планетарным даже транзитам. Потому что у нас, как и период большой ретроградности в течение осени всей. Поэтому с возвратом некоторых людей может это быть связано в чем-то мы как бы определяемся, да, наши решения. Это может быть еще и с тем, что вы можете именно для ваших знаков зодиака, как сама фортуна перед вами может открыть какие-то двери. И то, что вы прежде, может быть, о чем-то мечтали. Вот льву возвращается то, что когда-то было вашей мечтой. И если вы эту мечту сохранили, вы как раз и это можете получить, или у вас будет возможность как бы осуществить свое намерение или цель. Идем вперед. Что придет? Первая карта. А что уйдет? Может быть, это то, в чем вы проведете баланс, или что-то вы сумеете сделать, успеете в течение октября и поставите в чем-то точку. Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться? Чего опасаться? И 3 главных события. Три важных события. Может быть, и сфера жизни какая-то для вас будет наиболее актуальна в этот период. Что же придет для вас, паш воздуха? Ох, вы будете рациональны, не совсем ваша энергия, ведь это холодная энергия. И знаете, такие пунктуально точные, взвешенные. По сути, по пажу воздуха у нас идет критическое мышление, когда мы подмечаем какие-то нюансы, тонкости, быстро анализируем, быстро работаем с информацией, не отказываемся от каких-то новых возможностей. Может как раз означать эта карта, что будут те персоны, которых вы как бы или себя чувствуете с ними некомфортно, или отчасти они вам уже надоели со своей прямотой, такое может быть. Но в этой колоде карт это выводы, основанные на опыте. Это быстрота реакции. И может быть как догма, вот тоже проходит. Это как вы отстраиваете свои приоритеты новые, вот что придет. Но делаете это все в совершенно других таких холодных энергиях. И карта сама по себе холодная. Что же уйдет? А вот выбор, наверное, своеобразный вы какой-то сделаете, потому что по двойке огня, обратите внимание, у нас жираф. Я сказала, что какую-то мечту вы можете осуществить. И правда,
Для кого-то из вас вверх по карьерной лестнице подняться или осуществить свое намерение, желание, которое вы хотели. По этой карте у нас идут творческие планы, рост амбиций, почему жираф, и в принципе наш какой-то рост. Но, видимо, вы с чем-то определитесь, карта двойственная. И уходит, вот если было раньше, чему уделить, например, да, у вас был такой вопрос, чему мне сейчас уделить предпочтение? Вот теперь вы точно знаете, в какую сторону вам словно идти, двигаться, что расширять, продолжать, что будет служить прогрессом, а что будет как игра в холостую или по каким-то чужим правилам. Вы будете отстраивать или усиливать свои собственные позиции, но уже в каком-то новом контексте. Что же будет продолжаться? Паш воздуха, следом у нас идет вестник воздуха. Вот эти холодные энергии, они у вас будут продолжены. Может быть, это, знаете, как какая-то обстановка вокруг вас. Или для кого-то из вас, я могу предположить, новая должность. С учетом подвойки огня, я сказала только что. Или вам, может быть, вы и временно кого-то, к примеру, замещаете. Но вы какой-то новый опыт уже получаете. Или вы определяетесь, что для меня вообще, в принципе, интересно. Что для меня можно и нужно продолжать для того, чтобы как-то изменить свою жизнь. Но вот эта быстрота реакции, если мы говорим, и правда, у кого-то может быть работа с документами, когда этой работы будет больше. Вы, может, будете завалены буквально. Вам придется где-то изучать какие-то юридические вопросы или углубляться, даже если вы, к примеру, не юрист. И для вас это, ну, не совсем по вашей профессии как бы совпадает. Но, видимо, обстоятельства дела именно через эту область, потому что вестник воздуха, как и паш воздуха, это есть какая-то реальность. И часто воздух или мечи, это у нас согласуется с тем, что есть истина. А если истина, стало быть порядок и закон. Поэтому вот это вот такая какая-то компоновка, когда вам совершенно необходимо какую-то работу сделать так хорошо, чтобы комар носа не подточил, чтобы и на бумагах было что-то у вас очень правильное. Вот это будет продолжаться, и поэтому такие, видимо, холодные энергии. Чем не соблазняться? Деньги вообще. Замечательная карта. Десятка земли. По максимуму. Деньги есть, деньги будут. Но, может быть, не соблазняться быстро потратить деньги. Не соблазняться теми проектами или куда-то вкладывать, например. Инвестиции точно не в октябре. Вверху вот этот триплет, который у нас есть, он и тут наоборот с чем-то одним определится. И, наверное, как знаете, своего рода мишень. Мы ведь когда целимся, да, допустим, хотим выпустить стрелу, мы же не будем две мишени одновременно себе ставить. Вот есть что-то одно, и вам словно нужно, может быть, где-то даже отступив полшага назад, хорошенько прицелиться, посмотреть, оценить обстановку, и после этого, выстрелив, попасть в яблочко. И это будет касаться каких-то вопросов больше: дела, работа, бизнес, финансы. А по десятке земли у нас всегда есть желание потратиться. И это хорошее, доброе желание потратиться, например, мы улучшаем дом, свое жилище, делаем его более комфортным. По этой карте идет изобилие, благополучие, финансовая стабильность, знания, безусловно, идут. Но вот, видимо, не соблазняться какими-то тратами. Видимо, в деньгах лучше быть, мои дорогие львы. Хоть нам и сказали, деньги будут. Но быть более прижимистому я вижу так. На что соглашаться? Четверка воды. Вы знаете, на какой-то отдых надо будет вам еще согласиться, как-то успеть. Обязательно упорядочить режим труда и отдыха. Не должно быть, может быть, за счет эмоционального напряжения. И, кстати, с учетом вестника воздуха вы будете дальше. Вас словно у кого-то коллектив, у кого-то как высшие силы, назовите как угодно, но вы можете сталкиваться с людьми, пусть не в этой колоде. Но вестник воздуха – это у нас как рыцарь мечей. И это всегда со сложным характером. Значит, будут какие-то персоны, которые с вами не согласны. Могут быть проверяющие, мои дорогие, и это будет продолжаться. А вам придется держать марку.
собой не рисковать. Вот я к этому веду. И для того, чтобы вот это критическое мышление как-то более сконцентрировать, мы должны быть отдохнувшие, потому что уставшие люди делают ошибки. И это происходит совершенно не нарочно. И с учетом какого-то напряжения, может быть, отчасти и такого нервно-душевного. Кто знает, для вас вот отдых, он совершенно необходим, чтобы не терять четкость мысли, чтобы успевать все анализировать. Кстати, по этой карте нам говорят даже сновидения, вот как раз проходит то, что мы чувствуем. Это интуиция и устраивать себе конкретно периоды какого-то затишья, отключаться, может быть, от вашей работы. Я вижу, что именно по работе у вас тут что-то меняется или какая-то обстановка вот такая несколько для вас, ну, может быть, и ожидаемая, но в том контексте, что напряжение вы испытываете, вот это может быть неожиданно. Поэтому повторюсь еще раз. Отдых. Чего опасаться? Прекрасная карта любви, неги, расслабленности, эмпатии. Но этого нужно опасаться. Ну, правда, по воде у нас вообще, знаете, всегда нам хочется, ну, как-то тишины, спокойствия. Хочется какой-то защиты, кстати, чтобы кто-то взял на себя, может быть, некоторые тяготы или какие-то обязательства. Часто идут партнерские отношения. Может быть, мои дорогие, какая-то история у вас такая, может быть, у вас две карты огня, но одна карта как будто придет и уйдет. И тогда, пусть это не для всех проиграется, будьте внимательны к новым знакомым. Может быть, для вас это совершенно необходимо. Словно может появиться такая персона, которая вам, ну, будет комплименты говорить, мои дорогие девочки, например, да, хотя, кто знает, может быть, это и мальчиков, мужчин касается. Проявлять кто-то будет к вам знаки внимания. И тут, скорее всего, человек будет не очень честен, а вам совершенно необходимо даже где-то по личной жизни быть вот в этих холодных энергиях. Это не значит, что мы отталкиваем кого-то. Ни в коем случае. Иначе мы, наоборот, разозлим. Или тот человек, который... Ну, может быть, мы ведь не изменим людей, но, может быть, он так выражает свой интерес. И если мы кому-то точно даже знаем, что мы скажем «пока-пока» или «прощай-прощай», тогда это надо делать элегантно, чтобы не взрастить какого-то недруга. Вот этот момент тонкий. Может быть, поэтому нам и говорят «отдыхай». Ты на что-то не должен закрыть глаза. С одной стороны, не должен подать виду. Может быть, у кого-то это подарки какие-то будут такие крупные. Ну так нас не должны купить, мои дорогие, ни на какую-то лесть, к примеру, или пафос пустой. Для вас разобраться, что в реальности, а что в каких-то словесных формах. Ну так и не согласиться, может быть, подписать, к примеру, какой-то документ. Если вы сталкиваетесь с каким-то клиентом, если вам приходится именно работать с людьми, у которого, ну, нет баланса эмоционального, который привык устраивать скандалы. Вот для себя не рисковать собой, не подписать какую-то, может быть, даже бумагу, только лишь потому, что какой-то человек ведет себя нахально и именно вас вынуждает словно это сделать. Вы знаете, тут как и легкие деньги у нас опасны в этот период, так и быть предельно внимательным к тому, что мы действительно подписываем, чтобы себя потом не обесточить, потому что любой документ может быть пересмотрен через энное количество времени, и потом, чтобы не остаться один на один с какой-то проблемой. Поэтому не расслабишься, мои дорогие. Вот как будто так. Ведь это не то, что вы отказываетесь, но это в позиции идет, чем не соблазняться. Поэтому, может быть, идет еще по этой карте как прочное отношение в личной жизни. Но мало ли у кого какое предложение. Не стройте таких, знаете, грандиозных замыслов, по крайней мере, пока на октябрь. Разбирайтесь, продолжайте, все отслеживайте, что люди говорят, что они делают. 3 главных события. Возможность заработать деньги – это точно. Получить новую должность – это точно. Преувеличить, в принципе, свой финансовый доход или открыть для себя новую сферу деятельности
может быть и новую сферу инвестиций, но тогда еще деньги не вкладываем. По тузу монет мы еще как будто учимся. Нам нужно с чем-то разобраться. Но как раз в копилку собственного успеха, как будто зерно-то вы и садите. И это все то, что называется благополучие. Это у вас в центре внимания как главное событие. Может быть, вопросы денежные, ваши где-то вопросы последующей независимости. Может быть и какое-то событие, как новость. Сама по себе новость. Иногда по тузу монет приходит новость, которую мы совершенно не ожидали. Она нас может поставить в тупик, но по прошествию времени мы понимаем, зачем это нам было нужно. Чем дело кончится? Что это? Вы, правда, не должны повторить какой-то свой опыт. Причем тот опыт у нас воин показан, который уже с перевязанной головой. Шишек он уже набил. И вот какой-то прежний опыт проб и ошибок, он не должен быть повторен. По этой карте это сильная позиция. Но когда мы так несколько отгораживаемся от мира, отгораживаемся от некоторого общения, не то, что мы игнорируем что-то, нет, мы как раз и вида даже не подаем, но при этом очень рационально мыслим. Вот, видимо, для вас это необходимо. Когда, знаете, лучше нейтралитет. Ни да, ни нет. Уйти от какой-то скользкой или мутной ситуации, чем дело кончится, вам придется. Именно чтобы не повторить какой-то прежний опыт. Или, может быть, появляются люди из прошлого, правда, и тоже вам как-то нужно нивелировать даже сложные отношения. Чем сердце успокоится. Может быть, вы по части финансов как раз будете принимать решения по той истории, которая уже складывалась до этого времени. Семерка мечей. Называют эту карту картой вора, хотя это еще и карта манипулятора, это карта хитрости, изворотливости. Чем сердце успокоится? Вам придется одевать маски. Может быть, и люди одевают маски. Или много тех персонажей, с которыми невозможно договориться. Люди, кстати, могут себя вести достаточно эмоционально и странно. Может быть, это вы работаете, мои дорогие львы и львицы, в такой должности или на такой работе, когда вы контактируете как раз с людьми. И поэтому тут чудес от людей точно нечего ждать. Посмотрите, если мы говорим карта закрытости, сильная позиция, когда мы откликаемся только в двух случаях. Когда нам что-то угрожает, это первый. И второй, чтобы чего-то не упустить. Все остальное мы сохраняем себя более чем. И чем сердце успокаивается, нам как раз выпадает семерка мечей. И она где-то вторит всему тому, что мы с вами говорили. Значит, правильно оценить обстановку. Кстати, быть внимательным к паролям аккаунтов. Может быть, аккуратным быть еще и к разного рода мессенджерам, быть к электронным системам расчета тоже внимательному определенно стоит. Но, может быть, и люди, у нас ведь выпадает десятка земли, посмотрите, внимание как будто особенное удели именно финансам, деньги есть. С одной стороны не потратить, с другой стороны не согласиться на какую-то авантюру или чью-то аферу. Будьте вы сами хитрее, мои дорогие. И, может быть, это как предложение или новость. Вот вы что-то слышите и выглядит что-то заманчиво. Может быть, и от человека, который вам приятен. Возьмите паузу, так будет надежнее. По крайней мере, мы с вами смотрим на начало месяца. Может быть, в самом начале октября. Вот некоторая такая турбулентность и происходит. Второе главное важное событие. Тоже выбор продолжается какой-то. Или когда много возможностей. Это карта прокрастинации, или когда мы не можем этот выбор сделать, потому что открываются, кстати, еще какие-то перспективы или какие-то новые события, новости приходят, и мы можем так, несколько растеряться даже и так. Но как будто выбор делать придется. Давайте раскроем, что это может быть. Какое-то сложное решение вам придется принимать, чем дело кончится. У вас как раз сильная позиция будет за счет того, что вы видите все без прикрас. Что вы не закрываете глаза, чем дело кончится. Не поставить что-то на паузу или не довериться кому-то. Или не реанимировать ту историю, которая прежде уже не очень как-то хорошо кончилась. Или, может быть, не с конкретным человеком связана.
Но у вас может быть такая подобная история, которая очень похожа на то, что вы переживали, может быть, прежде. И тогда нужно все расставить по местам. Хотя для кого-то это может еще и означать какое-то предложение, которое вам сложно принять. И все же тогда увидеть реальность. Давайте узнаем, чем же сердце успокоится. Это ведь карта того, чего нет. Ночного кошмара. Это когда нам что-то снится. Поэтому здесь буквально может быть бессонница, потому что нам сказали, удели внимание своему сну, бодрствованию, отдыху, как-то упорядочи свой режим труда. Иначе тут тебя куда-то мысли ненужные или вот то, что такое, если мы говорим инсомния. Часто это как раз перенасыщенность какой-то информации в течение дня, которую мы могли добавить еще просмотром, допустим, каких-то видео, телепередач или всего того, что еще более в нас концентрирует какую-то энергию, которая не способствует в любом случае расслаблению. И в итоге мы не спим. Поэтому чем дело кончится? Для того, чтобы какой-то выбор делать более правильно, как и правильно оценивать обстановку, отдыхайте. У кого конкретно бессонница, может быть, есть смысл обратиться к врачу. Чем же сердце успокоится? Но тут как раз поддержка может быть близких. У вас есть тот человек, который вас поддерживает по королю кубков. Это часто проходит либо для людей семейных, супруг или супруга, или могут быть и родственники. Мы не привязываемся к полу карты, что король, да, тут может быть кто угодно. Видите, по королю кубков идет вот как раз двойственность энергии. Он умеет уравновесить чувства и грубый, жесткий материализм. Он там, где чувства, он проявляет эмоции какие-то, эмпатию, а в тех вопросах, которые касаются конкретики, он эти эмоции великолепно отключает. И вот где-то мы уже об этом с вами говорили, чтобы и не упустить, но и не навредить себе. Давайте я достану карту совет. Вот интересно, по второй позиции, что же это может быть? А вы знаете, у кого-то может быть флирт, у кого-то, особенно для тех, кто в паре, может быть, по крайней мере, та персона или персонаж, который будет вам проявлять знаки внимания и, может быть, не соблазниться. А просто вот эти знаки внимания как-то осторожно принимать. И нам об этом ведь тоже говорили. Вот интересно. Аккуратно принимать подарки, продумывать какие-то предложения от людей малознакомых. Не рисковать своей репутацией, буквально не рисковать своим положением. Но вместе с тем карта говорит, это ведь карта радости. Нам, если вы один или одна, тогда тоже грандиозных планов не стройте даже в отношении новых знакомых. Карта говорит, продолжай общение, умей радоваться этому моменту. Но там что-то такое более серьезное, более надежное. Видимо, пока не на начало октября, это как минимум точно. Третье важное событие. У кого-то, ведь, знаете, по второй именно карте может пройти такая ситуация, когда вы даже мечтаете с кем-то. Вы можете столкнуться с таким человеком, который вам словно близок душой. Дайте времени Вселенной все расставить по местам. И семерка жезлов снова нам говорит о том, что много информации. Да, это карта соревнований. С нами могут спорить. Или на вас могут, мои дорогие львы и львицы, добавлять словно каких-то дополнительных обязанностей. Или по работе, может быть, кто-то отсутствует. Вам придется за кого-то работу выполнять дополнительную. Вообще сама по себе загруженность. Или для кого-то из вас работа с большим объемом информации, с большим объемом людей. И поэтому всегда семерка жезлов нам говорит перед тем, как кому-то что-то доказывать или на что-то согласиться. Отступи как минимум полшага назад и подумай, а мне оно надо или нет. Храните свой собственный дзен. Вот когда вы уже точно знаете, да, есть какой-то мой смысл или мой какой-то резон, вот тогда можно действовать. Хотя, да, карта тоже говорит, если вы вынуждены себя где-то защищать, то у вас будет достаточно сил парировать. Но чем дело кончится? Вашей победой кончится дело. Это правда.
Значит, как-то красиво и элегантно вы сумеете выйти сухим из воды, но все же больше рационализма. Сумеете решить какой-то вопрос. Может быть, как раз у вас сильная позиция на октябрь, и за счет этого вам как будто на работе могут добавить каких-то сюрпризов в плане работы, когда только лев может договориться со сложным, к примеру, клиентом или провести какие-то важные собеседования, но так или иначе, чем дело кончится, победа. Чем сердце успокоится, что уже для вас это победа. А вы знаете, полная какая-то у вас может быть усталость. По восьмерке мечей это когда мы, ну, уже... Почему я говорю из-за усталости? Потому что вот та карта, или точнее вот то изображение, это то, чего в реальности нет. Девушка с завязанными глазами смотрит вглубь себя. Это не время нам всегда по этой карте восьмерка мечей устраивать себе какую-то глубокую философию. Поэтому не углубляйтесь, у вас все будет лежать каждый день, как будто на поверхности. А вот эта философия, она вас может завести туда, куда не нужно. Вот нужно быть реалистом, и у вас две карты, Паш воздуха и Вестник воздуха. Мы об этом говорили. И, наверное, правильно отделить зерна от плевел – это ваша задача, чтобы как раз сердце успокоилось. И с учетом того, что, посмотрите, девятка мечей, восьмерка мечей, у кого-то это может означать, что надо разобраться все же с бессонницей или нормализовать режим труда и отдыха. Вам тогда это просто может мешать. Давайте совет я тоже достану. Интересно, ну у вас на кону что-то важное. Вот я об этом весь наш расклад говорю. Как и по финансам себя не обесточить. Если мы говорим про карьеру или какие-то новые возможности. Карта императрицы – это новый статус. Это новые перспективы совершенно. Это вообще как бы новое доброе имя. Вот у кого-то, может быть, и через личную жизнь где-то тут продвигается какой-то вопрос, но все же статус может быть связан и с работой, или для кого-то из вас, может быть, на кону встанет смена места жительства. Вот такое я тоже могу предположить, потому что императрица – это у нас символ нового «я». Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.